Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас 26 июля, среда. И сегодня я хотел бы с вами поговорить о стратегических вещах, о нынешней ситуации, какая она, что нас ожидает в обозримом будущем. Но думаю, что нужно внести, или настало время, или надо повторить то, чем я здесь с вами занимаюсь. Есть две разные вещи – новости и информация. Новости, они могут быть хорошие и плохие. Их можно выбирать. А информация – это отражение в сознании аналитика объективной реальности. То есть, хоть это субъективное отражение в какой-то смысле, но оно по возможности, не надо к этому стремиться, чтобы она была объективной, то есть объективно отражала те процессы, которые описывает аналитик. Поэтому нет информации, не должно быть информации веселой там, или грустной, хорошей, нехорошей. Она такая, как есть объективная реальность. И вот это, чем я занимаюсь 45 лет, это то, что нужно, за что платят большие деньги крупные корпорации, за что платят, выкладывают из бюджета большие деньги правительства всех стран мира. Это то, что нужно для принятия решений. Можно, конечно, уклониться от информации, засунуть голову, как страус, куда-нибудь, в надежде, что, значит, ты ее не услышишь, сохранишь спокойствие сегодня. Но если ты закрыл, то есть, свои уши и спрятал голову куда-то сегодня, то завтра эта объективная реальность придет к тебе, и ты будешь к ней не подготовлен, и тебе будет хуже. Поэтому стараюсь объективно докладывать вам, что я вижу, что я думаю. Ну и, в общем-то, должен с удовлетворением отметить, что по большому счету, хотя опять-таки я здесь не занимаюсь гаданием на картах Таро или Crystal Ball, хрустальный шар, вот, где могут точно определить, что будет завтра или там через 3 года, как банка. Но в своих анализах, по большому счету, я до сих пор не ошибался, по большому счету. Если будут другие мнения, причем если они будут массовые, там, по какому-то вопросу, чтобы я доложил, что я раньше говорил, и как оно свершилось, готов ответить на каждое. Так вот, сегодняшняя ситуация стратегическая. На полях сражений сложилось затишье, или не то что патовая ситуация, а вот что-то наподобие, как Первую мировую войну. Сегодня вышла Вашингтон-Пост, который описывает, дает сенсационную фактически информацию по поводу Путина. Путин был парализован в первые часы после того, как он узнал, что начался мятеж Пригожина. Он полностью отключился от всего, не давал никаких указаний, видимо, был в полуобморочном состоянии, в таком, как Сталин был в первые дни после того, как Гитлер напал на Советский Союз. В целом враг, то есть Бобик, он не так страшен, как он себя изображает в пропагандистских СМИ России. С другой стороны, на полях сражений Россия окопалась, зарылась за свои линии обороны, но наступательный потенциал врага исчерпан. С третьей стороны ВСУ владеют инициативой, по крайней мере сейчас, но, как сейчас уже большинство признает, наступление идет не так динамично, как предполагалось. Хотя я бы неоднократно говорил, что с точки зрения той же самой военной стратегии, если можно это назвать, или ноу-хау, все планы военные заканчиваются с первым выстрелом. После этого идет адаптация к меняющейся ситуации, которую можно предполагать в очень широких рамках, масштабах, но предугадать все в деталях заранее невозможно. И в этой ситуации возросла, я вижу это, возросла роль пятой колонны, возросла она для Кремля. То есть она должна была сыграть важную роль в феврале прошлого года, когда на нее были особые надежды. Она должна была в основном обеспечить комфортный въезд российских танков в Киев, свержение
законного правительства, установление марионеточного правительства и парад на Хрещатике. Все это рухнуло. Сейчас этой пятой колонии поставлено новое задание. Ей дали второй шанс, дали из Кремля, из российских спецслужб. Она должна теперь выполнить важнейшую задачу – склонить Украину, подготовить украинский народ и склонить Украину к переговорам с Путиным и достижением договоренности с ним на его путинских условиях. Ну, понятно, что народ вряд ли это купит, вряд ли это все одобрит. И само заявление об этом, вот так вот сейчас, вот прямое заявление из Банковой, допустим, о том, что надо это делать, может быть встречено, и, скорее всего, будет встречено в штыки, и кое-кому придется улепетывать из своих офисов, задрав портки. Поэтому сейчас проводятся всевозможные мероприятия, чтобы забить и ПСО, я скажу так, чтобы забить людям мозги, ошеломить их, и как бы так, самих их подвести к пониманию, что другого выхода нет. Надо сказать, что и положение пятой колонны значительно изменилось за прошедшие более чем полтора года. Они наворовали миллиарды. Ну вот только 36 миллиардов гривен. Вы, наверное, 1000 раз слышали об этом, да? Просто их тупо взяли и вывели в офшоры. Я уже рассказывал неоднократно, что так просто объяснить это какой-либо там ошибкой, заблуждением невозможно в таких масштабах. Это просто тупое преступление. В целом, это минимум, только что стало известно, а это, я боюсь, только верхушка айсберга, было расхищено и выведено в офшоры порядка 1,8 миллиардов долларов США. Чудовищная сумма. Но ирония состоит в том, что воспользоваться этими миллиардами клептократы, представители пятой колонны, это одно и то же в данном случае, могут только в одном случае. Если эта война закончится на благоприятных для Путина условиях, раз, и если Путин будет понимать, что представители этой пятой колонны, клептократы, помогли ему в этом деле. Во всех остальных случаях они пролетают. Украина выигрывает, заключает мир на своих условиях. Значит, она союзник Запада. Деньги разворованные, это деньги американского налогоплательщика. Все. То есть эти люди загнали себя в безвыходный угол, тупой такой угол, который загнал себя и Путин, но по другим обстоятельствам. Но ситуация примерно одна и та же. То есть у них выход один. Как говорили в известном советском комедийном фильме, или в ЗАГС, или к прокурору. Поэтому они стараются. И в этой связи вчера я вам рассказал по поводу ИПСО. Вернее, это даже не ИПСО, то есть это не операция, это, как я ее назвал, диверсия. Рассказал ее смысл. А смысл, по большому счету, сводился к тому, чтобы заставить Украину, даже не столько Украину, потому что основные представители власти, как я понимаю, готовы к этому. И я вам сейчас объясню, почему я так считаю. Надо до народа это все донести, чтобы он все понял, что другого шанса нет. Я вам объяснил, как это было организовано. Ну, как вы уже знаете, в нем участвовало 2 американца, 1 поляк. Я их считаю, они делали то, что они делали, они не участвовали сознательно, не понимали, что не участвуют в ИПСО или в диверсии. Это были полезные идиоты, которых просто им создали условия для того, чтобы произвели свой продукт, зная, какой этот продукт по большому счету будет. Стал он вот таким. То есть там главная мысль, которая заложена во всем этом, что шансов на успешное продолжение войны у ВСУ нет. Даже если им предоставят там новейшие, те же самые вожделенные атакамс, даже любое другое оружие, включая F-18, хотя там F-18, по-моему, не упомянуто, но там говорится любое оружие. Там другое дело. Не научили воевать в масштабах всех ВСУ. Якобы, повторяю. Ну и в этой ситуации что делать? Все, приехали, ведь
не зря известно же, что начинали и спешили в определенной степени с началом наступления ВСУ, именно для того, чтобы это подавалось, это говорилось из Киева, чтобы убедить страны Запада, что мы можем, и поэтому надо продолжать дальше помощь и так далее. Вот такой заряд. Значит, опять-таки я назвал это не просто операцией диверсии, потому что это последнее, что нужно Украине сейчас. С тех пор вот ситуация развивается, вот как буквально я сказал, чуть ли не дословно. Я вам говорил, что это документ, который произвели эти трое аналитиков, он такого качества, что на него можно ставить высший граф секретности и отправлять в разведыватель высшему руководству любой страны. И вот мне одна из зрительниц пишет из Франции, смотрит телевизор, там передача у них, по-моему, 24 называется, и репортаж из Берлина, где рассказывается о документе Бундесвера с грифом соответствующим, где есть ссылки вот на продукцию этих трех аналитиков. Ну и эти трое аналитиков, они, как я сказал, их главная цель была их карьера, то есть деньги, их авторитет, они продолжают это все раскручивать. Эти же ошметки этого доклада так или иначе появляются в других источниках нашей информации, то есть процесс пошел. Что я должен сказать? Значит, я являюсь в этом деле специалистом, то есть это разведка, психологическая война, ИПСО, информационные диверсии. На них нужно реагировать немедленно. Если ты, и чем быстрее, тем лучше. Чем быстрее ты отреагируешь и предпримешь соответствующие шаги, тем больше шансов ее придавить, нейтрализовать. Вот поэтому я, наверное, был первым, кто в информационном русскоязычном пространстве осветил этот доклад. У меня был только один вопрос, важный вопрос, на который я тогда не мог ответить. Мне нужно было узнать, кто с украинской стороны участвовал в организации этой диверсии. И если вы помните, фильм такой был по произведению Джона ле Карре «Люди Смайли», или там «Жестянщик», «Портной», «Солдат», там вот что-то такое, да? О том, как один из сотрудников МИ-6, сидя в Лондоне, проводил операцию, написал письмо и выманил одного из высших должностных лиц КГБ в Берлин на британскую сторону. Таким образом, вот произошла вербовка. Я решил провести вот нечто подобное на расстоянии, чтобы выявить, кто это сделал с украинской стороны. Также никто ж не признается, да? Я бросил наживку. Я задал этот вопрос. Кто это организовал? Потому что это важно. Повторяю, вот эти трое, американцы и поляк, они в этом деле были использованы как полезные идиоты. А вот кто это все дело организовал, организовали в Киеве. То есть те, которые туда запустили, дали им возможность. Вот это и есть организаторы. Я говорил со своими контактами, в том числе те, которые находятся сейчас в составе ВСУ, они мне объяснили, что попасть вот так вот в расположение ВСУ на несколько дней и получить возможность свободно беседовать с солдатами, с офицерами, это нужен высочайший уровень. Ну вот я и задал этот вопрос публично в предыдущем видео, кто это сделал. И я получил ответ. Сейчас объясню. Значит, проходит несколько часов, все нормально. Зрители благодарят. Ну, как все идет как обычно. Видимо, понадобилось, теперь я точно знаю, но я и раньше знал, слушают. Причем достаточно быстро слушают на Банковой или где-то там, но докладывают туда, в ОПУ Ермака. И вот, значит, проходит буквально несколько часов, и как прорвало канализацию. Идет выплеск просто на форум личинок из этой самой ОПУ Ермака, троллей. И все они как один под копирку. Значит, что происходит? Во-первых, никто из них
не обсуждает по существу этот доклад. А я же зачитывал. То есть я все сделал без сучка, без задоринки. Я сначала объяснил о том, что это диверсия. Потом надо же объяснить, что это такое. Я цитировал по пунктам положение этой диверсии. Потом я выявил противоречие в этой бумаге. Одно из них, их там много. Я вам скажу так, что если это разбирать, там, допустим, вот, если бы она стала, эта бумага, предметом спора в каком-нибудь американском суде, я бы ее разобрал бы на буквы, на отдельные слога. Но, тем не менее, значит, я объяснил, в чем ее противоречие, сказал, что, слава богу, во всяком случае, пока в Вашингтоне никакого внимания особого пока этому не уделили, ну, вроде бы и все. В чем проблема? Значит, вот эти личинки, которые были выплеснуты на этот канал, буквально и они одновременно, вот я же говорю, как волной из канализации, стоял, и, значит, возник вой буквально. Первое, что сразу бросилось в глаза однозначно. Никто из них не обсуждал сам доклад. Вот как будто нету. То есть, ну, если есть возражения и возмущения по поводу доклада, хотя, с другой стороны, доклад не я писал, я это все объяснил, ну, обсудили бы. Нет, ничего. Что они делают? Сделали. Они взяли положение доклада, которое я ясно цитировал и объяснял, что это из доклада, и представили это все дело, как будто я это говорю от себя. И направили весь этот бой, такой бессмысленный и беспощадный, на меня. Типа там Украину не любишь. Ну, вот этот идиотский вой, который не имел никакого смысла до такой степени, что один из моих зрителей написал пост, который я пришпилил как первый. Там смысл такой, что за идиотские комментарии, вам же ясно все это объяснили, что это диверсия, затем процитировали, чтобы вы знали, в чем заключается диверсия, там объяснили, противоречия, все вроде правильно. Стоял вой. Если взять это все, никакого обсуждения по существу самой информационной бомбы, подмена предмета разговора – это элементарная вещь, которая известна в логике. Вместо, значит, прицепили бы не то, что я говорил из доклада, но представили, как будто это говорю я. И, наконец, они практически все вместе. Вот так они зашли, оставили свои личинки, и потом они дружно все это ушли. Было их немного, так я заметил, ну, примерно около 500. 500 заходов, отмеченных личинок, что составило, ну, примерно 2%. Из тех, которые поставили лайки, из дизлайки, так вот, из тех, которые поставили, вообще отреагировали каким-то образом, значит, на это видео, они составили все немножко, около 2%, чуть-чуть больше, 2,2%, что, в общем-то, по большому счету, статистическая погрешность. Но вои замутили много. Меня еще обратил на себя внимание тайминг, то есть время появления вот этого всего. Уж больно оно как-то так подозрительно. Вот как возникла вот эта ситуация на поле боя. Типа, и не туда, и не сюда. Что-то надо делать. Путин долго не продержится, потому что экономика идет вниз, как говорят американцы, на юг. Ему отчаянно нужна договоренность какая-то. И вот тут-то и как раз получается, значит, вот это ИПСО. Ну и теперь, суммируя все это, то есть зашли и вышли практически одновременно, действовали тупо под копирку, не обсуждая совершенно положение доклада, а устроив вой, то есть весь доклад приписав, что это мои мысли, это я, значит, излагаю их и в чем-то убеждая аудиторию. Я убеждал аудиторию только в одном, что с этой бомбой она опасна, и с ней надо бороться. А для того, чтобы с ней бороться, нужно сначала ее понять, на что я и работал. Ну и третье время появления. Уж больно какое-то, значит, уж больно вовремя для реализации нехорошего плана это появилось. Естественно, я поговорил со своими, значит, контактами в Украине, в том числе из ВСУ, или, скажем так, около ВСУ. И мне объяснили, что существуют достаточно серьезные ограничения для иностранцев
Даже для журналистов, хотя для журналистов более свободный доступ. А вот так, чтобы взять аналитиков, да вывести на поле боя, вернее, на линию соприкосновения, и дать им в течение нескольких дней, там дни были, провести задушевную беседу обо всем, выведывая разведывательную информацию от рядовых и офицеров ВСУ, это надо было большое, высокое разрешение. И вот проанализировал количество этих троллей, это же не первый раз оно у меня бывает. И я знаю после чего, вот как скажешь что-нибудь, слово Ермак, и что-нибудь расскажешь. И тут же они, вот на этот раз то же самое. Строем буквально, волной они прибыли. Значит, как они действовали под копирку и сложность всего этого, значит, процесса, это не так просто взял непроходной двор, линия соприкосновения и расположение ВСУ. Не остается практически никакого другого варианта. Ермак, регент Украины. То есть он дал разрешение, дал указания наверняка, чтобы их туда запустили, а выполнить это указание надо что-то на месте. Ермак же за руку их не заведет туда, в блиндажи эти или в траншеи. Это нужно было указание, приказ, команда генерала Сырского, известного фаворита ОПУ, известного героя или антигероя, или квазигероя, которого многие, значит, Дебальцевского котла, которого многие, я знаю, из АТО участники, и те военные, которые сейчас находятся под ружьем ВСУ, обвиняют в том, что он был виноват в этой трагедии Дебальцевского котла. Ну а сейчас он фаворит ОПУ, которого всеми силами это ОПУ хочет втащить на высшую должность, заменив им, Сырским, генерала Залужного. Помимо всего прочего, большим достоинством, в кавычках, этого генерала является еще то, что свое первое образование он получил в Московской академии, военной академии. То есть вот как руководитель ОПУ Ермак, так и масса других лиц, которые он подобрал и назначил на ответственные должности, следы ведут туда, в Мордор. Итак, Ермак. Ну и вообще по характеру его деятельности, который я неоднократно обсуждал на своем канале, это вполне в русле тех действий, которые он предпринимает, начиная с известной поездки в Оман. Ермак Оманский. Ну, а кто он так, по большому счету? Кто-нибудь знает? Ну, проходил ли в средствах массовой информации, там, сведения о том, о сём и так далее. Я маленький кусочек продемонстрирую. Вообще, к этому видео я сделаю ссылки, выложу. Некоторые из них я выложу у себя на канале, а на некоторых сделаю ссылки. Посмотрите, вы как-то лучше будете понимать то, что я сейчас излагаю, значит, в этом видео. Так вот, 2012 год. Власти города Киева начинают крушить нелегальные ларьки, в которых продавали пиво и сигареты. И одним из пострадавших там засветили и Ермака. Значит, как оказалось, в то время он крышевал серию нелегальных вот этих пивных, сигаретных ларьков. Ну, то есть нормально, да, такая карьера. Крышеватель пивного ларька или нескольких серий этих пивных ларьков, причем нелегальных. То есть это прохиндей, который делает деньги, не платя налоги в бюджет, не покупая соответствующие лицензии там, и так далее. Бульдозерами по торгівельних ядках війна проти кіосків столиці увійшла в активну фазу. Показово знищили близько 40 торгівельних точок, встановлених незаконно, щоб іншим не кортіло. Однак власники мафів проти київської влади ведуть партизанську боротьбу. На місці знищеного кіоску вночі виростає новий. Нелегалів зараз цурається навіть асоціація малого бізнесу. Негодование можете себе представить, когда он сам демонтировал, понимая, что он где-то что-то нарушил, пошел на какие-то убытки, а на этом месте появляется кто-то, кто поставил ночью. Тут по беспределу рядом с ними появляется, например, там, киоск, который нигде не учтен. Ну и есть вот такой закон, его приписывают то Мерфи, то Питеру, но он находится как бы под зонтиком
законов Мерфи. Это законы о правилах или закономерностях корпоративной жизни. И вот этот гласит, что каждый человек рано или поздно достигает пределов своей компетентности, или, как они еще говорят, пределов своей некомпетентности. То есть вот это тот уровень, где пик твоей компетентности, а чуть-чуть выше, и ты уже некомпетентен. И вот так получается, у меня такое глубокое впечатление, что Ермак достиг вот этого уровня как раз как крышеватель пивных ларьков. И это трагедия государства, потому что все, что вот эти люди делают, как объясняется в законах Мерфи, это все идет во вред, большой, иногда большой, иногда поменьше, но во вред бизнесу, компании, организации и государству, в которое это лицо работает. Ну вот и получили, значит, регента, который управляет буквально всем. Он еще в последнее время прокололся на одной из наживок, которую я же забросил. Аналогичная наживка. Если вы помните, по делу Наумова, Кулинича, Сивковича, я рассказывал вам, там ведь как, быстро напомню ситуацию. Из Москвы, из политического центра, который по большому счету является крышей ФСБ, от агента ФСБ Сивковича, установленного агента, поступает телефонный звонок в Украину полковнику СБУ Кулиничу, в котором говорится, что надо назначить определенное лицо первым заместителем председателя СБУ. Это лицо им становится Наумов. Но как он становится? Кулинич. Ну кто он? Ну полковник СБУ. Но он-то сам не может его назначить. Его должен назначить Зеленский. А для этого нужно представление подать Зеленскому. Кулинич это не может сделать. Он должен, то есть, достичь чиновника такого ранга, который может сделать такое представление президенту. С двух раз догадайтесь, кто этот человек, кто может порекомендовать Зеленскому назначить первого заместителя председателя СБУ. И вот это я говорил, вот это и будет главный резидент российских спецслужб в Украине. Самый высокий, потому что только он это может сделать. Вот так я поставил вопрос, не назвав фамилию. Мне просто было интересно, что произойдет дальше. И вот то ли вчера, то ли позавчера читаю «Украинская правда», информация. Дело Наумова, Кулинича разваливается. Оказывается, там по всем направлениям, значит, там уже нету государственной измены, там уже нету связи с российскими спецслужбами, вроде бы. Там чистая экономика, то есть коррупция, надо понимать. За Наумова, за его экстрадицию в Украину большой борьбы не наблюдается. То есть я нигде не видел, не слышал о том, чтобы украинские власти предпринимали какие-то серьезные системные меры по тому, чтобы получить его из Сербии. Но поскольку Сербия имеет хорошее отношение к Раше, то, видимо, туда его и сдадут. И там еще, оказывается, теперь говорят, а вот тот телефонный разговор, в котором записаны переговоры между Сивковичем и Кулиничем, якобы тоже неизвестного происхождения, какой-то он сомнительный. Какой неизвестного происхождения? Это ЦРУ передало. Это главный, ближайший сейчас союзник Украины в борьбе против России. Это та организация, которая по указу президента Байдена является главной сейчас по Украине вообще среди всех учреждений Соединенных Штатов Америки. И в плане поставки оружия, это они и тащат это оружие до определенного момента и организовывают всю эту цепочку. В плане разведки они передают украинским вооруженным силам необходимую информацию. В плане контрразведки и так далее. Ну вот, значит, теперь оказывается, что она сомнительна. Хотя американцы не передавали, у них сомнений никакого нет, что это стопроцентно надежная информация.
И если, значит, то есть получается такая ситуация. Если даже телефонный перехват вот такой не принимать, ну тогда, значит, единственное доказательство будет, это если Наумов напишет справку, распишется и поставит печать, или Патрушев такую справку выдаст следственным органам Украины о том, что Наумов действительно российский шпион. Понятно, что развал идет, развал этого дела, так же, как в свое время был развал Вагнера, развал дела по вагнеровцам. Ну и кто может это организовать? Догадайтесь, из двух раз. То есть вот два выстрела, дуплет буквально одновременно. Это Ермак. Вывод. Это информационная диверсия против Украины сделана под руководством Ермака. Трое исполнителей, два американца, оказались там полезными идиотами. Они не понимали, что их используют. Они думали, что они используют для своих целей. Цель этой диверсии – это фактическое принуждение Украины к миру на условиях Путина. В феврале 22 года эта пятая колонна, эта резидентура не справилась с поставленным ей заданием из Москвы. Теперь у нее есть второй шанс. И этот шанс, это единственный шанс у нее, вот этой пятой колонны резидентуры, воспользоваться вот этими миллиардами, которых сейчас 1,8 миллиарда, скорее всего, это так, только верхушка айсберга, потому что за проведение этого мероприятия они еще больше откусят. Короче говоря, это единственный их шанс попользоваться этими деньгами. Во всех остальных случаях они пролетают мимо кассы, потому что их найдут рано или поздно. Я в этом абсолютно уверен, что российское, то есть украинское государство, когда закончится эта война, она должна закончиться победой, но в рамках этого нового государства будет создано специальное подразделение, по примеру, как Моссад был после Второй мировой войны. Те занимались возвращением для предания суду нацистских преступников, а тут будут гоняться за этой резидентурой, которая одновременно являлась источником хищения, то есть подрыва обороноспособности страны. Их сфера, тот урон, который они нанесли, он неисчислим. Ну, допустим, вот один из примеров. Сейчас в последнее время много говорят, что Россия прорыв намечает по производству количества беспилотников. И вот как же так? А как же мы? Кто-то собирает в Украине, масса волонтеров в панике бегают, собирают деньги с населения на дроны. К сожалению, память человеческая коротка. Я надеюсь, дорогие друзья, что многие из вас помнят, что несколько месяцев назад, не так давно, по украинскому телевидению выступал представитель компании «Байрактар», который рассказал, что уже после начала агрессии «Байрактар» предложила построить завод в Украине, прямо там строить беспилотники. На что получил ответ? Надо полагать, что эти переговоры были на высоком уровне. «Байрактар» – это не хлебобулов, не производитель хлебобулочных изделий, да? Так вот, значит, на высоком уровне был дан ответ. «Байрактар» должен был заплатить за то, чтобы ему дали право построить завод в Украине, $40 миллионов, а после этого ждать 2 года, пока этот завод подключат к электролинии. То есть вот после того, как я увидел это, и если бы страну возглавляли люди, которые думают о стране реально, то имя вот этого чиновника, который сказал, потребовал взятку или откат $40 миллионов, оно бы стало известно буквально через несколько часов после этого выступления представителя «Байрактар». И он бы был подвергнут показательному суду, и он бы уже сидел за решеткой. Я не знаю, если в Украине пожизненно, но ради такого случая можно было бы и пожизненно ввести заключение, потому что это чудовищно в условиях войны. А мы не знаем, кто это был. Как-то дело это все вот раз и все. То есть речь идет о чем? Это все под одной крышей. И крыша эта, я так полагаю, вот
бывший руководитель нелегальных пивных ларьков в Киеве. Ну, остальные мы столько раз обсуждали, что вы, наверное, помните все это. Такая вот, господа, ситуация. Значит, я вот, будучи, став одним из первых, наверное, возможно, первым, кто осветил вот это ИПСО в информационном пространстве русскоязычном, я могу однозначно теперь сказать, вот, ответить Бундесверу, который использовал эти материалы для своего заключения и так далее, что сам документ весьма сомнителен, и он не может явиться основанием для принятия важных государственных решений, прежде всего в Соединенных Штатах Америки, потому что именно здесь мы ожидаем эти решения. А решения эти в ближайшие месяцы, где-то к концу сентября, полностью иссякнут все деньги, которые оставались, были выделены на текущий финансовый год на помощь Украине. И необходимо будет запрашивать Конгресс о выделении новых. Вот где может это появиться, этот документ, может, значит, он каким-то образом, вернее, те, кто создал эту операцию и руководил ею, вот, скорее всего, по их разумению, для этого и нужна была эта информационная атака. Ну и так, по большому счету, убедить союзников по НАТО, прежде всего США, о том, что время, то есть конец войне, штык в землю, надо идти на переговоры с Путиным. Повторяю, главная аксиома военных действий, как это неоднократно цитировали высшие американские генералы, это то, что все идет по плану до первого выстрела. Дальше идет адаптация. И она идет. Если бы американцы вот схватили этот доклад, если он был бы им необходим для того, чтобы оправдать все, мы больше им не помогаем и так далее, то они бы не обещали F-16. И они бы не стали подставлять, то есть объявлять о новых поставках оружия, о которых они вот объявили буквально недавно, и сейчас в авральном порядке эти поставки осуществляют. То есть я оптимист. Нужно просто следить за вражескими действиями этой резидентуры и не давать ей спуску. И понимать, что у этой резидентуры, у нее много денег. Она может купить много троллей, она может купить целый ряд блогеров, которые будут свистеть то, что им надо. Причем так, вчера они свистели одно, а сейчас их взяли на содержание, они сейчас свистят все противоположное. Вот. Но работают они в таких условиях, когда в Москве их держат в ежовых рукавицах. Их заставляют совершать действия, которые не просто на грани провала, а это провал. Вот это диверсионная, информационная диверсия, это очередной провал этой резидентуры во главе с бывшим руководителем или смотрящим за пивными ларьками города Киева. А сейчас, друзья, я думаю, что имеет смысл закончить вот именно это видео, чтобы не растягивать его, дабы вам было более комфортно его слушать. Надолго я с вами не расстаюсь, сразу же за ним последует и следующее видео, в котором я отвечу на ваши вопросы, в том числе по поводу так называемого сговора между Бернсом и якобы Нарышкиным. Поэтому надолго не прощаюсь, до скорой встречи.